Привет, мои нежные котики! Это канал о главном и случайном, там, где мы с вами гадаем без вариантов, но на ситуации. И сейчас мы с вами разберем такую тему, как нравится мужчинам. Вот если вы хотите, девочки, просто вот нравится действительно большому количеству мужчин, давайте просто посмотрим, от чего сейчас оттолкнуться. Что сейчас вот такое в себе открыть, чтобы нравится большому количеству мужчин разных мастей. И у нас это без вариантов, это будет, знаете, как вот прогноз. Тогда, когда вы нашли это гадание, оно тогда вам и пригодится. Ну что, давайте посмотрим. Мы гадаем на Таро сумасшедшего дома для того, чтобы, знаете, вот посмотреть вот это вот окружение, да. Так, сигнификатор. Паж Пентаклей. Это, девочки, карта, которая говорит, что да, есть реально сейчас такая проблема того, что вот мужчины по пажу Пентаклей, они идут на самом деле, да, но не доходят. Они где-то рядом, вы их вот прям знаете, чувствуете. Ну да, действительно, они есть, эти мужчины, да, но эти мужчины, которые не действуют по отношению к вам. Паж Пентаклей выпадает тот, который ничего не делает, да. А почему это происходит именно сейчас? Выпала вы, королева костей. Королева, девочки, это такая сильная очень, та, которая зарабатывает, да, та, которая работает, та, которая, даже если вы не работаете или не зарабатываете, но у вас очень много силы и довольно-таки... Это крестовая, девочки. Крестовая — это та, которая... У нее волевой взгляд, у нее сильные мысли, сильные слова. После каждого слова точка, да. То есть вы такая очень сильная. И как будто вам ничего не надо от этих мужчин. Ну и карта силы, девочки, выпала вам. Конечно, чем вы сейчас отпугиваете мужчин, чтобы вы понимали, да? Вы отпугиваете их своей силой. Слишком много у вас правосудия. Вот даже, знаете, мужчины любят честных и открытых женщин, да? Лживых не очень. Лживых в основном используют где-то, да? Иногда кажется, что лживым где-то больше везет, чем честным и порядочным, но на самом деле это не так, потому что мужчины, у них нюх тоже на женщин. И если у него есть какие-то, знаете, дела, такие какие-то хотелки, если женщина ему где-то нравится, или у него есть какой-то материальный или физический интимный интерес, конечно, он закроет глаза на ее какую-то лживость, но он потом все равно убежит. Да? А у вас получается... О, девочки, даже свет у меня сам автоматически включился от вашей силы. Дело в том, что вот, может, мужественность это, давайте посмотрим, это мужественность у вас? Нет, девочки, это не мужественность. Мужчины вас боятся на самом деле. И смотрите, они видят себя рядом с вами как пентакли. Паж пентаклей, рыцарь пентаклей здесь выпал. Они боятся к вам подходить. Почему они боятся подходить к вам? Потому что вы очень мощная. И вот когда я уже почему каю картам Таро, получается, что сила, 10-й старший аркан, колесо фортуны, да, не каждый может справиться с такой сильной женщиной, как вы. Тем более еще и под луной. Это женственность. Вы женственны, но вы роковуха. Вы роковая. И есть такие легкие, а вы не легкая, но и не мужественная, да, не та, которая готова, например, делать все ради мужчины что-то, или там отойди в сторону, я за тебя постреляю, там, или еще что-то. Нет. Но они, девочки, вас боятся. Вот эти вот, смотрите, они пентакливые, да, и они боятся вашу луну. Пентакливые — это, как, знаете, мотыльки ночные, которые вроде бы и летят на свет, но а, что они от этого получают, сами вы тоже знаете, да. Давайте посмотрим еще.
как нравится мужчинам. У вас, девочки, дороги-то любовные открытые, открытые. Но и чувствуется вот это вот одиночество, что ты идешь по дороге, а никто тебе не встречается. И ты думаешь, что ты зашла в какое-то такое любовное одиночество. В девятку кубков ты зашла, думаешь, ты одна, когда же это все будет. Тебе мало кто нравится. Тройка пентаклей говорит о том, что вот ты на них, мужчин, смотришь, но ты в них ничего такого для себя не отмечаешь, да. Вроде бы, ну, редко кто может действительно тебе так вот в душу запасть. Да, очень редко. Десятка пентаклей еще выпала. То есть так, двойка костей. Поэтому ты как будто бы возвращаешься опять в дорогу, возвращаешься опять вот к самой себе, начинаешь задавать себе вопросы, а почему, а что со мной не так, почему у меня там типа нету вот этих очереди, да, из мужиков каких-то. Давай дальше посмотрим. Как тебе нравится больше этим мужчинам? Ты слеплена не для каждого. И не каждому ты дана. Смотри, ты выпадаешь королевой мечевой с иерофантом. Вот твоя пара, да? Ну, кости мы отложим. Твой роман, он начинается именно с диалога. Он начинается именно с того, как ты, вот знаешь, такими, как будто как инопланетянин какой-то спустился, да, и вот такая комиссия по межгалактическим связям спрашивает, кто же пойдет разговаривать с этими инопланетянами. И, короче, они выбирают тебя. Понимаешь? И сейчас знаешь, в каком ты состоянии? Ты можешь вести вот эти вот супер диалоги с мужчинами, как с инопланетянами, да? Ты можешь с любыми договориться, с любым. Ты можешь договориться с иерофантом. Но ты выпала сейчас королевой мечей. Знаешь, почему у тебя нет мужчин? Потому что вот или нет мужчин, или ты чувствуешь себя одиноко и все остальное. Потому что ты еще не начала говорить. Тебя вот, как говорится, выдрали вдруг, поставили в шокирующую какую-то ситуацию. В этой шокирующей ситуации что происходит? Ты молчишь. То есть у тебя твое тело, язык тела, он не продолжает диалоги с мужчинами. Он эти диалоги вот как будто я застыла сейчас, вот я раскладываю расклад, да, я его чувствую. И я как будто бы, вот как будто вышла на сцену, и мне сейчас надо начинать что-то там делать, петь, да, танцевать там или еще что-то, играть свою роль какую-то. И на меня смотрят зрители, а я их не вижу, потому что мне в глаза свет софит, и получается, я вижу только яркий свет и никого более. И такое ощущение, что мужчин нету, но я понимаю, что они есть, и мне надо с чего-то начать, и я немножко растеряна. И из-за того, что ты немножко растеряна, ты, получается, в этот нулевой старший аркан, который здесь выпал, возвращаешься, ты не начинаешь диалог. Понимаешь? А ты для этого создана. Тебе есть чем поделиться. У тебя есть интуиция, у тебя есть опыт жизненный, да. Даже если ты очень молоденькая, есть такие, знаете, люди очень, кажется, такой вот, кажется, маленький человечек еще, да, а так соображает хорошо, так что или у тебя вот уже сложившийся вот этот опыт, и у тебя есть что сказать, есть чем поделиться, у тебя есть с чем разговаривать с мужчинами, но ты как будто еще не начала этого делать, понимаешь? И дело в том, что в диалоге важно, чтобы совпадали пара, да, например, верховная жрица и верховный жрец, там император и императрица, а у тебя выпадает королева мечей и иерофант. Ты не начала диалог, ты не показываешь себя, не начинаешь диалог для того, чтобы на него ответил иерофант. И иерофант – это старший аркан. Это не один мужчина. Это общество мужчин, старший аркан. Это крепкие, умные, сильные, глубокие мужчины, у которых есть своя кармическая задача, которые много что понимают в этой судьбе. А ты выпала королева мечей, ты с ними не разговариваешь, понимаешь? И дело в том, что остальных ты всех не видишь, потому что они тебе не интересны, и это тоже факт, да? То есть с кем надо, девочки, разговаривать? И для того, чтобы нравиться всем мужчинам. Всем мужчинам вам нравится. Не надо
да. Вам надо именно выбирать вот этих умных, глубоких мужчин и начинать с ними диалог, а не молчать. И в этом диалоге ты очень сильно раскрываешься, очень сильно раскрываешься. Ну что, давайте еще посмотрим. А как понравится многим мужчинам? Нет, многим ты не дана. Ты не для многих. Если ты будешь пытаться понравиться и именно вот этим многим мужчинам, разномастным, разнокопытным, как говорится, да, если ты хочешь понравиться и рыцарям, и козлам, у тебя ничего не получится, потому что ты для королей. Понимаешь? И поэтому тебе надо выбирать, кому нравится и с кем начинать диалоги. Не с козлами и не с рыцарями, не с солдатами, да, вот, как говорится, как по игральным картам. Там тебе надо разговаривать именно, да. Так, десятка мечей выпала. Солнце. Как идут тебе твои мужчины? Выпадает солнце и королева пентаклей, да? Тут не хватает какой-то разборчивости в мужчинах тебе, потому что ты еще не нащупала, вот прям, знаешь, именно своего, не нащупала именно свой типаж мужчин. И получается, у тебя это разрозненное внимание. Еще хуже, если вы, девочки, выбираете, там, знаешь, на безрыбье и рак, щука, да. И если ты выбираешь вот абы что, кто рядом с тобой, вообще, девочки, это, ну, может привести к такому вот одиночеству, потому что ты все равно такого вот на безрыбье ты кинешь. Все равно ты его съешь. Ты ему выешь плешь, да, вы разойдетесь, вы даже будете глубоко противны друг другу, потому что он не может такое оседлать, как ты, да, и не может заставить ее повиноваться ему. Вот и все, девочки. Королева Пентаклей и Солнце. Вот весь этот расклад, он просто кричит, да, что тебе нужно быть, во-первых, самой собой и в то же время начинать диалоги именно с умными, развитыми, интеллектуальными мужчинами, а не с петухами, с чеперками, какими-то абы чем, понимаешь? Потому что когда ты распыляешься, вот тебя, вот твоя судьба, она всех превращает в эти вот каменные мумии какие-то, да, то есть всех в пентакли сразу загоняет. Как только ты хочешь понравиться этим разношерстной этой массе мужиков, блондинам, брюнетам, качкам, этим каким-нибудь программистам, ну вот вообще очень разношерстной публике ты пытаешься понравиться, это не твое, да. Твое — это умные, интеллектуальные, зрелые, хорошие мужчины. Это не говорит о том, что они старше тебя, они могут даже быть младше тебя, но они такие, знаете, развитые, перспективные мужчины. И чувствуешь ли ты эту перспективность? Ты ее можешь чувствовать только в диалоге, но ты уже, благодаря тому, что ты даже выпадаешь вот королевой Пентаклей, королевой Крестовой, королевой Мечевой, вот все твои характеристики, да, через королев выходят здесь, тут не лежит червовая. Вам, девочки, не выпала здесь червовая дама, которая говорит, что ну все, я сейчас раздвину ноги и лягу, и меня будут любить все. Нет, девочки, такого не выпало. Выпало такой жесткий отбор и жесткое сито, через которое все не пройдут. А это жесткое ваше сито и жесткий отбор — это ваш диалог. Понимаете? В диалоге с вами только раскрывается мужчина. Если вы будете ждать, когда вам будут писать, вот даже, да, например, на сайтах знакомств, или подваливать, знакомиться, какие-то абы что, да, ваше тело, ваша ведьмовская вот ипостась, она не будет этого принимать. Они будут все превращаться в этих пентаклевых. В тени. Будут в тени, в камни, в жучков, понимаете, превращаться. Вот и все. Давайте еще посмотрим. А как нравится именно своему мужчине? А вот она идет, девочки, ваш мужчина, и сразу, видите, король кубковый упал сразу на королеву пентаклей. Понимаете? Он влюбится в вас по разговору с вами. По тому, как вы говорите, в ваш голос, в ваши мысли, которые вы ему говорите, да, и он будет этих же разговоров ждать, только вот такие вот диалоги.
И очень влюбится, да. Туз кубков выпал. Это подтверждает, вот сильно влюбится. Тройка кубков, будете вместе все время, паж кубков. Это, девочки, либо он вот будет ведомый в ваших отношениях, то есть вы будете ведущие все-таки, сохранять эту королеву крестовую в себе, да, а он будет пажом, который любит эту крестовую. Либо, девочки, это пара, и что в скором времени у вас, как говорится, родится ребенок, да, или, например, вы сразу заведете котика-собачку, ну, то есть вот приход живой души в вашу жизнь это обозначает. Так что, мои дорогие, да, нравится мужчинам сейчас всем не надо, но нужно вести диалоги и вот, знаете, вот это вот находить эту одну волну. И вы ее найдете, потому что как раз-таки, когда вы в Пентакли ушли, да, никогда вы такая суперделовая. А, кстати, это вот, скорее всего, днем вы суперделовая, не когда вы на работе, а именно вот когда вы заходите не в уставшую, например, королеву мечей, а именно заходите в королеву Пентаклевую, в ведьму. То есть это сумерки, девочки, это рассветы и закаты, это, скорее всего, ночное время, это когда вы легли спать и начинаете с кем-то болтать. Вот это те ниточки, которые притягивают и оживляют ваших вот этих пентаклевых мумий, которые сейчас вас окружают и которых вы видите или не видите, понимаете? Вот такой вот, мои дорогие, сейчас был расклад. Подумайте над этим. Я вам скажу, не важно сейчас, интим не важен. Не важно вместе лазить на кофе там или еще что-то. Сейчас важный разговор по телефону, сообщения, да, вот как вы наладите эти контакты. И не бойтесь писать первое таким мужчинам, потому что когда вы будете писать и сломаете вот эту вот королеву мечевую, которая молчит вот на сцене, а вы начнете петь, да, вы разговаривать с публикой начнете, да, вот тот именно мужчина вас сразу увидит, понимаете, а вы увидите его, и вот эти вот софиты, боязнь сцены перестанет существовать, перестанет существовать даже эта сцена, и вы увидите своего мужчину, понимаете? Тут не идет о том, что вы будете все время одиноки. Просто надо через это немножко, девочки, пройти. Не бойтесь. Вот так вот. Все, мои дорогие. Пока-пока.